Поэтому очень важно при очищении и восстановлении лимфы дополнительно работать с кишечником. Для очищения лимфатической системы нам нужно обязательно добавить с вами сорбент. Но результат будет в разы лучше, если это вы будете делать с физической нагрузкой. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале «Твое здоровье» и бессменный автор этого канала Козлов Евгений. И сегодня мы поговорим с вами про лимфатическую систему и ее очищение. Я уже ролик про лимфатическую систему записывал, и данный ролик посмотрело 336 тысяч людей за 2 месяца. Это достаточно большая цифра, и после этого ролика мне написало очень много людей с вопросами интересными, и я понял, что мне нужно записать продолжение данного ролика и поделиться с вами схемой, выдать дополнительные сборы, дополнительные препараты, которые могли бы вам помочь восстановить лимфатическую систему. В прошлом ролике я уже подробно рассказывал про лимфатическую систему, что это такое, как она правильно работает, какие условия ее функционирования, способы помощи и ее реабилитации. Но в этом ролике я хотел бы больше сконцентрироваться на специальных препаратах, про которые в прошлом ролике не рассказывал вам. Вот эту всю систему выложить для того, чтобы абсолютно каждый человек мог как-то уже начать заниматься своей лимфатической системой. В прошлом ролике, обязательно его посмотрите, я много останавливался на физиологии, анатомии лимфатической системы. Сейчас мы этого касаться не будем, а больше углубимся в препараты. Поэтому обязательно смотри ролик до конца, будет очень много всего полезного и интересного. Что же первое мы всегда используем для очищения лимфатической системы? Я, будучи фитотерапевтом, травником с большим опытом работы, я этим занимаюсь с 18 лет, сейчас мне уже 32 года, накопил очень много опыта, как травами можно восстановить лимфатическую систему, как очистить ее от токсинов, как повлиять на текучесть лимфы и восстановить лимфоузлы. Поэтому первое, что я хотел бы порекомендовать, это сбор, который я составил специально для данного видео, который будет полностью восстанавливать лимфатическую систему. Сейчас я надиктую рецептуру сбора и расскажу подробно, как его правильно принимать. Сбор состоит из таких ингредиентов, как лист березы 20 грамм, лист смородины 20 грамм, таволга визолистная, мы берем листья или цветы 30 грамм, донник желтый, мы его берем 10 грамм, тысячелистник 15 грамм, лист брусники 15 грамм и корень аира 10 грамм. Мы берем вот эти травы, смешиваем их в нужном соотношении, там где-нибудь в пакете, и дальше вот уже вот этим сбором будем пользоваться, то есть будем заваривать данный сбор. Как правильно заваривать данный сбор? Мы утром берем столовую ложку данного сбора, разводим на 0,8 литра кипятка, настаиваем час, процеживаем и выпиваем данный сбор за 3 приема. Утром натощак, перед завтраком, в обед там, за 10-15 минут до еды и вечером тоже за 10-15 минут до еды. То есть вот эти 0,8 литра, которые мы приготовили с утра, нужно будет распределить на 3 приема. В общем-то, у данного сбора противопоказаний нету, поэтому данный сбор можно пить каждому человеку. Этот сбор и очищает лимфатическую систему, восстанавливает ее текучесть и способствует выведению лишней жидкости из организма, побочным эффектом восстанавливает текучесть крови, выводит яды и токсины из организма. То есть это специальный лимфогонный сбор, который позволит вам уже достаточно сильно поработать с лимфатической системой. Вообще я считаю, что сильнее трав ничего не существует для очищения лимфатической системы. Именно поэтому в этом ролике я начал со сбора конкретного. Данный сбор в дозировке вот указан для взрослого человека. По взрослым человекам я имею в виду всех тех людей, кому старше 16 лет. Вот. Для детей, там, для школьников уже идут совершенно другие дозировки. Данный сбор нужно будет пропить не менее 40 дней. Ну, в целом 40 дней будет достаточно. 40 дней цифра
не выдуманное мной, а это связано с определенными циклами, которые проходят внутри нас, внутри нашего организма и связаны с клеточным обновлением. Второе, что я рекомендую добавить к схеме для того, чтобы еще более подробно и плотно позаниматься лимфатической системой, это препарат, который называется жидкий хлорофилл. И здесь я рекомендую свою любимую фирму NSP. На мой взгляд, это один из самых лучших жидких хлорофиллов, который я находил в целом на рынке БАДов и нутрицептиков. Жидкий хлорофилл обладает и детоксикационными свойствами, и для лимфатической системы, и для кровеносной системы, влияет на текучесть крови, способствует восстановлению кишечника. А если вы смотрели прошлый ролик по лимфатической системе, то вы точно помните, что если в кишечнике идет сильный воспалительный процесс, то вот эти продукты воспаления будут идти напрямую в лимфатическую систему. Поэтому очень важно при очищении и восстановлении лимфы дополнительно работать с кишечником. Поэтому добавляем жидкий хлорофилл, он тоже нам будет помогать лимфатическую систему очищать. Пить достаточно просто. 1-2 раза в день мы берем столовую ложку вот этого жидкого хлорофилла, разводим в теплой воде, размешиваем и выпиваем. Здесь все предельно просто. Третий препарат, который я хотел бы включить в такую небольшую схему, которую вам рекомендую, называется циолит. Циолит, мне очень нравится фирма О-комплекс. Это препарат из глины. Но это не та глина, про которую вы сразу подумали. Вот когда обычно человек говорит глина, он сразу начинает думать, наверное, про ту глину, из которой делают изделия, или какая-нибудь глина, не знаю, в песочнице. Это глина рода циолита. Вот, и данный циолит добывают в Сибири. Он достаточно дорогой. И вот этот циолит является одним из самых сильных таких абсорбентов, которые существуют в медицине. В отличие от других препаратов, типа энтеросгеля или полифипама, полисорба, активированного угля, циолит никак плохо не воздействует на микрофлору толстого кишечника. Потому что ранее приведенные препараты, которые я вам озвучил, если их длительное время принимать, то есть это больше 14 дней, то они будут плохо влиять на микрофлору кишечника. А циолит, помимо всего прочего, также содержит большое количество микро- и макроэлементов, которые восполняют наш организм. То есть, по сути, циолит – это минерал такой. И я с ним уже работаю достаточно длительное время. Он, кстати, очень хорошо выводит дополнительно тяжелые металлы, яды, которые есть в организме. И даже если есть какие-то такие яды, которые задержались длительное время внутри организма, в межклеточной жидкости, он тоже способен это вывести при длительном приеме. Поэтому именно этот я здесь сорбент рекомендую. Может быть, еще как-нибудь сделаю дополнительное видео по сорбентам, которые вообще существуют на рынке нутрицептиков, но это уже тема будет следующего видео. Кстати, если эта тема будет интересна, пишите обязательно в комментариях. Вот, поэтому для очищения лимфатической системы нам нужно обязательно добавить с вами сорбент. Без сорбента работа будет такая достаточно малоэффективная. Он достаточно просто пьется. Это 2 пакета утром натощак, запивая водой, и 2 пакета перед сном. Данный сорбент нужно пропить 40 дней. То есть данную схему, которую я рекомендую, она будет идти у вас 40 дней. Но есть один нюанс. Вы пьете циолит 20 дней, потом отдыхаете 10 дней. Это уже 30, и потом пьете опять 10 дней. Этого будет более чем достаточно. Также у меня есть очень интересное наблюдение по циолиту, когда люди обращались с проблемными ногтями, с выпадением волос. Все это очень хорошо восстанавливалось. Почему? Поскольку циолит минерал, он в своем составе содержит огромное количество микро-макроэлементов. И уже на приеме циолита вот эти все дефициты, с которыми человек ко мне обращался, приходил на очную или заочную консультацию, мы на циолите все это пролечивали. Поэтому обращайте внимание на данный препарат. Кстати, я очень много препаратами делюсь, которые помогают восстанавливать свое здоровье в своем телеграм-канале. Обязательно на него подписывайтесь. Ссылочка будет внизу под видео. Я этот телеграм-канал веду сам, он мой личный, авторский. Я рассказываю там и про свою медицинскую практику, и про разные интересные препараты, методы лечения. Рассказываю, как вообще работаю с пациентами. Тем, кому интересно, милости просим. Итак, идем дальше.
Про сорбент мы обсудили. Следующий препарат, который мне очень понравился, который можно включить в схему, называется LymFlow. Этот препарат из Coral Club, он капсулированный, там содержатся специальные растения, которые способствуют детоксикацию лимфы и межклеточной жидкости. Межклеточная жидкость – это та жидкость, в которой находятся клеточки. Вот. Препарат тоже такой уже достаточно старый, он хорошо себя показал, поэтому вы можете тоже подключать к данной схеме и принимать по инструкции там, по 2 капсулы 2 раза в день. То есть данный препарат тоже обладает хорошим дренажным действием. 5-й препарат, который можно включить в схему, называется экстракт лопуха. Лопух вообще достаточно сильное растение, которое обладает и гепатопротекторным действием, и ранозаживляющим действием, очень хорошо восстанавливает микрофлору, очень хорошо способствует очищению кровеносной системы и лимфатической системы, выводит даже тяжелые металлы, про которые мы уже с вами говорили, в аспекте работы циолита. Мне очень нравится препарат лопуха фирмы Биолит. Я в него влюбился и часто своим пациентам назначаю. Его, в принципе, можно всем, каких-то противопоказаний нету, поэтому его здесь мы подключаем по небольшой дозировке. Лечебную дозировку использовать не нужно. Это пол чайной ложечки. Мы разводим на стакан теплой воды, хорошо размешиваем интенсивно и выпиваем в течение дня, но лучше это выпить в середине дня. Данный препарат обладает сильными очистительными свойствами на кровь и лимфу. И, конечно же, хотелось бы напомнить вам то, что лимфатическая система не очищается одними препаратами. Очень важно при работе с лимфатической системой ходить в баню, ходить в сауну, если нет противопоказаний, заниматься активно спортом. Потому что именно физическая нагрузка способствует току лимфы. Обязательно делать лимфодренажную гимнастику, ее очень много на ютубе. Можно дополнительно ходить на массажи, на лимфодренажные массажи с помощью различных аппаратов, с помощью прессотерапии. Я вот сам использую в своем кабинете прессотерапию для своих пациентов, она вот так отлично гонит лимфу. То есть нужно использовать любые методики, которые будут способствовать току лимфы. Тогда и препараты, которые здесь я вам порекомендовал, будут работать гораздо лучше. Ведь дело в том, что почему у одного человека препарат работает хорошо, а у другого плохо. И это не всегда связано с качеством препарата. Напрямую влияет то, насколько текучая лимфа и текучая кровь. Потому что если у человека плохо циркулирует лимфа и кровь, то препарат не сможет нормально дойти до тканей и до клеток. А если жидкости внутри человека текучие, то препарат, то есть действующее химическое вещество, да, какой-то активный компонент, достаточно быстро дойдет до клетки и окажет свое биологически активное действие. Поэтому мы всегда подобные схемы делаем вместе с активной физической нагрузкой. Если вы этого делать не будете, вы тоже почувствуете очень хороший результат, несомненно, но результат будет в разы лучше, если это вы будете делать с физической нагрузкой. Я лимфатической системой уже давно занимаюсь, уже очень много лет, накопил опыт, и по просьбе пациентов, подписчиков решил для вас подготовить такую схему. Уверен, что многие мои подписчики, а их уже больше 100 тысяч, у меня уже серебряная кнопка YouTube, за что вас благодарю, она уже едет ко мне, обязательно я скоро вам покажу. Очень много подписчиков просили вот данную схему дать. Кто хочет дополнительно и еще глубже изучить тему лимфатической системы, то у меня есть специальный вебинар, достаточно длительный, который я составил для своих пациентов, для своих подписчиков. Называется «Тайна лимфатической системы», где я очень глубоко и подробно рассказываю, как любому человеку без медицинского образования в домашних условиях полностью восстановить лимфатическую систему. Я его рекомендую всем тем людям, которые хотят свою лимфатическую систему полностью привести в порядок, избавиться от отеков, избавиться от прыщей. Кто хочет дольше прожить, потому что продолжительность жизни напрямую зависит от работы лимфатической системы. Кто хочет восстановить иммунитет, кто хочет восстановить подвижность, избавиться от воспалительных процессов в суставах, в тканях. Вот здесь нужно работать с лимфой. Специально для этого я составил свою программу. Ссылочка на вебинар «Тайна лимфатической системы» будет внизу под видео.
настоятельно рекомендую это изучить, поскольку это вам очень сильно поможет улучшить свое здоровье. Также в этом видео я еще понял, что хочу с вами поделиться небольшим рецептиком, который я составил и который можно использовать, если у человека есть проблема с лимфатической системой и склонность к отечности. Значит, как он будет выглядеть? Данный состав мы используем на литр теплой воды. В данный литр мы используем 10 капель такого препарата, как лимфомиазот, 10 капель препарата галлиум-хель, лимон, мы используем половину лимона, янтарную кислоту, 2 таблеточки, которую нужно предварительно хорошо растолочь, и препарат называется Turbo Slim Drainage от Evolar, 2 чайных ложки. Мы вот это все разводим на литр, все это нужно хорошо размешать, и данный литр нужно будет выпить в течение дня за 4, 5, а может быть даже и 6 приемов, как вам будет удобно. Данный препарат хорошо очищает лимфу, очищает хорошо межклеточную жидкость и выводит лишнюю жидкость. Это такой лайфхак, которым я недавно поделился со своими подписчиками в телеграм-канале и решил его дополнительно еще вам рассказать в видео, поскольку знаю, что это видео посмотрит огромное количество человек и не 1 сотня тысяч, как это обычно происходит. Поэтому пробуйте. Также обязательно делитесь этим видео со своими друзьями. Я уверен, мои рекомендации смогут помочь огромному количеству людей, которые хотят заниматься своим здоровьем. Обязательно ставьте лайк к этому видео, потому что именно от вас зависит продвижение моего видео, моего канала. И буду благодарен, если напишите комментарий к данному видео, потому что алгоритм YouTube работает таким образом, что продвигает только видео, где стоят лайки и пишутся комментарии. Также, если вам интересны какие-то еще темы, обязательно пишите это в комментариях. Я все комментарии внимательно читаю и составляю в том числе последующие видео с учетом ваших просьб. Благодарю вас за внимание. Уверен, что данное видео вам было полезно. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.